Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я приглашаю допустить развитие альтернативных вариантов как событий, так и нашего восприятия. И тогда определенно подсказки могут быть. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но если мы где-то готовы к тому, что что-то может меняться, тогда нас сложно застать врасплох. И в этом, наверное, плюс состоит наших вторых прогнозов, по крайней мере, я на это надеюсь. Итак, в разрезе одной недели, традиционном нашем ежедневном прогнозе мы рассмотрим, что важно знать, неожиданности, что скрыто, что будет помогать. Итак, что для вас важно знать на эту неделю? Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время? Что может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Энергия денег. Ну хорошо, две карты. Личная жизнь. Что же важно знать, звезда? Для кого-то нет ничего невозможного. Прекрасная карта. И вполне вероятно, на этой неделе вы как будто как перезагрузку проходите. Это аркан выбора правильного направления. Всего две карты точнее. Солнце – это период где-то 6 месяцев, 7-8. А по аркану звезда это лет 10-20, как по Плутону. И вот на этой неделе, что важно знать, какой-то ваш важный ориентир с прицелом на долгие годы. Может быть, это проект, может быть, это бизнес, какие-то возможности. Или, мои дорогие, у кого-то переезд, поездка, осуществление своей мечты. Или, может быть, что-то в личной жизни. Вот у каждого здесь своя будет составляющая. Но важно именно видеть, понимаете, не жить одним днем, а с далеким прицелом. Вот это как будто на неделе будет актуально. Чудесно, мои дорогие. Вот это вообще удивительно. Я сказала про солнце, да, как вот на несколько месяцев, как программа минимум и программа максимум. Пожалуйста. Это все то, что важно, это то, что вам как будто как подарок небес, как в небесной канцелярии, считаете, какие-то ход небесных фишек уже он предначертан, продуман. Мы можем как сталкиваться с теми ситуациями, которые мы не могли изменить. Нам, может быть, потребовался опыт, не всегда для нас приятный, но, видимо, какие-то основные постулаты вы должны для себя решить именно в разрезе этой недели. Мне нечего добавить. И ведь у каждого, повторюсь, своя сфера жизни. Две очень значимые карты, которые вообще говорят о нашем направлении в жизни. Или чего мы хотим достичь. Чему сейчас не время, давайте посмотрим. Карта Иерофант. Да нет ничего тому, чему бы не было времени, по идее. Вам сейчас ничего не мешает. Еще один старший аркан. Единственное, могут быть, ну, как, например, задержки. Иногда проходят какие-то либо службы, либо высокие чиновники, или какая-то система иерархии. Может быть, традиции какие-то. Или, если мы говорим система иерархии или какая-то структура, да, когда нужно подписать документ определенный, но перед этим зайти еще в 3-5 каких-то кабинетов и согласовать что-то. Может быть, по времени что-то у вас не происходит так быстро, как вы бы хотели. Все-таки карта Иерофант – это медленная карта, но это карта надежного, как положение на сегодняшний день нашего желания и готовности учиться, причем на чужих ошибках. Может быть, по этой карте нам говорят, не ускоряйся просто. Или где-то не строй тех планов, которые, знаете, мы прописали в каких-то деталях. Тут все будет меняться. Или будет коррекция от обстоятельств, в которых вы находитесь, или каких-то новостей, информации. Нужно держать руку на пульсе, правда, тут нас ничто, как и не должно застать врасплох, вас, мои дорогие. Так и от чего-то не отказаться будет важно. Не думать, что я что-то могу оставить на потом. Нет, вот
надо разбираться как будто на этой неделе с какими-то очень важными вопросами, которые для вас могут означать как и личную жизнь, как и ваш, допустим, бизнес или работу, или построение карьеры, значит, тоже с чем-то определиться как на ближайший, так и на далекий период. Может быть, это вопросы вашей ну, пары, когда вы хотели бы что-то осуществить, но есть изменения, какие-то перемены, и вам придется согласовывать между моими целями, намерениями или мечтой и между тем, что думает человек, чего он хочет. И кто знает, тут у каждого как-то по-своему. Что будет помогать, когда вы не будете заглядывать в прошлое, не будете пытаться реанимировать какую-то ситуацию или, самое главное, не будете действовать теми методами, как прежде, ничего не получится. Если вы будете заново как будто действовать, как уже предполагают люди от вас, то вашу, ну, какую-то игру или стратегию быстро просчитают, и, скорее всего, будет какой-то фиаско. Тут самое главное сменить шаблон, понимаете? И эти-то карты тоже где-то об этом говорят, что скрыто. С вами будут спорить, вам придется где-то отстаивать собственные позиции, а из каких-то ситуаций просто уходить как бы или устанавливать нейтралитет. По этой карте она нам говорит, не плоди каких-то недругов, вот это тоже важно, потому что часто по семерке жезлов это на нас как будто воздействует, потому что люди имеют виды какие-то или, может быть, свой какой-то интерес, мы его не видим, но по этой карте, это ведь карта соревнований, и она нам говорит, не включайся раньше времени в это соревнование, но и не обострить какую-то атмосферу, доказывая кому-то, как будто нет смысла, понимаете? И правильнее отступить полшага назад или оставить для себя место для маневра, чтобы, если что-то идет не так, просто, ну, выйти из какого-то дела или из каких-то, может быть, даже соглашений, соревнования, по сути дела. И где-то вот этот самый маневр, пространство для маневра вы должны себе оставить, чтобы не было какой-то конфронтации, понимаете? Все же не обострить обстановку, как будто скрыто. Мы не можем пока видеть, как слово наше отзовется или как какое-то дело проиграется на будущее, чтобы самим себе либо не создать какой-то режим многозадачности, либо какой-то конфронтации все же, когда с нами могут спорить, что-то доказывать. Ну вот тут будьте внимательны. Дела, работа, бизнес, получение денег. Посмотрите, как интересно. Или исполнение ваших желаний. Или, может быть, приходит какое-то известие, мои дорогие, когда но я надеюсь, это проиграется не для большинства, потому что шикарная позиция Солнца и туз Пентаклей, посмотрите, похоже, да, два круга, как возможности, как удачный случай, как поддержка свыше тоже где-то проходит. Но, увы, иногда проходит и по тузу Пентаклей у меня то, как новость, событие, информация, которая сваливается буквально на голову. И это то, что, ну, где-то рушит наши планы. Нам приходится это скорректировать. И мы потом понимаем, зачем нам нужно было это сделать. А пока на какой-то короткий период времени это нас может приводить в стопор. Но вот быть готовым к неожиданностям, как я уже сказала, это будет важно. Надеюсь, этот момент, тонкий нюанс, он проиграется не для всех, потому что все же тут скорее удачное стечение обстоятельств, как согласовать документы, как и продвинуть какое-то свое дело, свое намерение или просто получить деньги, финансы. Хотя нам сказали, не сглупить с финансами. Милый котик, посмотрите, еще один старший аркан, нулевой, это аркан дурака или шута. И милый котик как будто ничего не предвещает. Солнышко светит, гонится за бабочкой. В голове у него, как будто он себя видит уже на мягкой теплой подушечке с миской молока. А он не видит, что он на краю обрыва. Не сглупить, с чем-то не поторопиться. Или допустить, наверное, те самые альтернативные варианты развития событий, не пойти против закона, не сделать, не подписать, может быть, какой-то документ или, ну, то, что вас в последующем, мы сейчас можем не видеть, правда, то, что вас может поставить перед фактом через какое-то количество времени. Для кого-то из вас
Кстати, на этой неделе вот это может проиграться, вот та позиция, которую я обрисовывала, и, может быть, это вы прежде что-то подписали, и теперь на этой неделе вам придется с каким-то делом, темой разбираться. Именно потому что что-то вы не предусмотрели раньше. У кого-то эта позиция на будущее, чтобы еще раз, ну, где-то не сглупить, а у кого-то по неосторожности это ваши действия в прошлом. Давайте личную жизнь посмотрим. Ну, не про любовь, правда. Тройка мечей, израненное сердце, но то, которое не болит, когда мы закрываемся, потому что словно сыты по горло уже какой-то истории, может быть, любовной, или от нас, может быть, человек закрывается где-то, или, мои дорогие, посмотрите, шестерка мечей, карта переезда и заслуженного, кстати, успеха, когда у нас хватает мужества идти вперед, даже если хоть камни с неба, правда. У кого-то будет окончательное решение, что я куда-то отправляюсь, уезжаю. Или, мои дорогие, в личной жизни не совсем веселая история, вам захочется словно оставить это позади. И тут появляются возможности, связанные либо с переездом, либо со сменой сферы деятельности, или это по работе как релокация офиса, или работа, связанная с командировками, или работа удаленная какая-то, да, вы что-то будете менять, скорее всего, по работе, потому что и личная жизнь как будто сложилась, ну вот так, как сложилось. То есть есть какая-то данность, какая-то конкретика, и кому-то захочется поставить именно точку в том, что вас очень разочаровало. Может быть, это болезненный какой-то опыт или как священная рана, о которой вы не расскажете никому. И чем дальше я буду от этого человека или от того места, где это произошло, тем я буду счастливей. Уход, и тут как будто вы могли это продумывать или предполагать, а на этой неделе вы сможете это просчитать. Вообще, честно говоря, какой-то гештальт вы определенно закроете. У нас что помогает? Закрыть дверь в прошлое. Хоть и нам говорят не хлопнуть этой дверью, а где-то так продумать, просчитать, чтобы не было отголосков. Но в целом у кого-то это будет связано именно с пережитыми какими-то эмоциями или недопониманием, или личной историей, которая тоже не самая веселая. Но именно теперь, как ни странно, вас это сделает сильнее и откроет новые возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.